Екатеринбург. Наши дни. Обычный торговый центр, суета выходного дня. В охраннике, следящем за порядком, бывший сотрудник МВД неожиданно узнает человека со старой разыскной ориентировки. Это Егор Хабаров, известный в следственных кругах как Электрик. Человек, который в середине 2000-х совершил серию жестоких преступлений, но избежал тюрьмы благодаря диагнозу невменяемость. И теперь он снова среди нас. Чтобы понять, как такое стало возможным, нужно вернуться в самое начало этой странной и пугающей истории. В 2009 году на обочине Рижевского тракта было обнаружено тело 23-летнего студента Антона. Молодой человек пропал несколькими месяцами ранее. Следствие довольно быстро вышло на 30-летнего электрика Егора Хабарова. Мать погибшего рассказала, что незадолго до исчезновения сына общался с незнакомцем по объявлению о продаже компьютерных комплектующих. Этот контакт и стал для оперативников ключевым. Хабарова задержали. На допросах он вел себя спокойно, даже вызывающе. Он не отрицал свою причастность. Выяснилось, что студент приехал в гараж его родителей под предлогом сделки. Там и произошло преступление. Хабаров использовал самодельное электрошоковое устройство, которое сам собрал. После этого он вывез тело за пределы города, чтобы скрыть следы. В ходе расследования стали вскрываться шокирующие подробности. Хабаров был буквально одержим идеей причинения смерти с помощью электричества. Он подробно рассказывал следователям о своих технических разработках, от электрических ковриков до скрытых камер. Его интересовали не столько деньги, сколько сам процесс, ощущение власти над жизнью и смертью другого человека. Казалось бы, вина очевидна, и преступника ждет суровый приговор. Но у этой истории оказалось прошлое. Еще в 2004 году Хабарова уже задерживали за незаконное изготовление взрывчатых веществ. Он проводил опасные эксперименты в родительском гараже и снимал их на видео. Но уже тогда его признали психически нездоровым и вместо тюрьмы направили на принудительное лечение. Этот диагноз стал для него спасательным кругом. В 2010 году, после суда по делу о гибели студента Антона, ситуация повторилась. Несмотря на то, что его действия выглядели продуманными и расчетливыми, психиатрическая экспертиза вновь признала его невменяемым. Суд направил его в специализированный стационар с интенсивным наблюдением. Но и на этом история не закончилась. В 2012 году, во время дополнительной проверки, всплыл еще один, более ранний эпизод. В 2008 году при схожих обстоятельствах погиб 27-летний компьютерный специалист Влад Порфирьев. Схема была та же: знакомство под рабочим предлогом, встреча в гараже, использование технического устройства. И снова суд, и снова тот же вердикт: невменяем, направить на лечение. Многие следователи были убеждены, что Хабаров мастерски симулирует психическое расстройство. Он демонстрировал высокий интеллект, умел планировать свои действия, менял сим-карты, использовал вымышленные имена и тщательно избавлялся от улик. Бывший заместитель руководителя Следственного комитета Юрий Еланцев публично заявлял, что считает Хабарова абсолютно вменяемым. Но формальное заключение экспертов оказалось важнее мнения следователей. Так или иначе, через несколько лет система сочла его излечившимся и не представляющим опасности для общества. Точная дата его выписки неизвестна, но недавно выяснилось, что Егор Хабаров находится на свободе. Он спокойно жил, работал охранником в торговом центре, пока его случайно не опознал бывший сотрудник милиции. Новость о том, что электрик на свободе, вызвала широкий общественный резонанс. После разгоревшегося скандала Хабарова уволили, а правоохранительные органы пообещали взять его под наблюдение и поставить на профилактический учет. Дело Егора Хабарова – это не просто рассказ о преступлениях. Это история о сбоях в системе, где опасного человека дважды признавали неспособным отвечать за свои поступки и в итоге возвращали в общество. Это напоминание о том, что формальные диагнозы и заключения не всегда отражают реальную суть человека.